Всем привет! Вы на канале 88 Клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу сумку на пластиковой канве. Канва будет служить сумкообразующим каркасом. Такое видео не свойственно для моего канала, но давайте посмотрим, что получится. Я использую натуральную рафию бренда «Вяжи еще». Здесь у меня состав 100% вискоза Эко Андария. Эту рафию можно даже стирать, то есть она не бумажная. Рафия нежная, легко с ней работать. Посмотрите, какая толщина нити, пышная. После отпаривания материал преображается. Приготовила крючок 3 мм. Он прекрасно входит в ячейку канвы. Ячейка по канве заявлена как 4-5 мм. У меня достаточно большой лист канвы. Это стандартный целый лист. Я уменьшать его не буду. Сумка будет достаточно вместительная. По длинному краю прямоугольника 60 сантиметров, по короткому 42 сантиметра. И у меня пришивные ручки очень необычные и стильные, в черном цвете. Сумка будет шоколадного цвета, но эта рафия есть в очень красивом матовом черном оттенке. Итак, для начала работы мне нужно выкроить в полотне мое изделие. Вот я складываю по длинному краю канву и получаю примерный размер сумочки. Здесь сейчас у основания нужно вырезать прямоугольник, который сформирует боковые части. От этого и будет зависеть итоговый размер изделия. Буду работать с длинной стороной прямоугольника. По центру мне нужно вырезать фрагмент канвы так, чтобы сформировалась боковина сумки. Я нахожу центр, напоминаю, 60 сантиметров ширина, вот центр приходится на 30 сантиметров. Вот от этого центра я намечаю вырезать 5 клеток в одну сторону, сделаю здесь насечку для себя, и 5 клеток в другую сторону, делаю здесь насечку. Вот этот фрагмент глубиной точно так же в 5 клеток мне нужно вырезать. То есть фрагмент вырезаю, ширина его в 2 раза больше, чем глубина. Если вы хотите шире боковину, то есть вырезаете больше, ну и глубина тогда увеличивается соответственно. Прямоугольник, длинная часть в 2 раза больше короткой. С одной и с другой стороны симметрично. Вот так оно должно тут совместиться, стык в стык, и здесь тоже попасть стык в стык. Я вырезаю еще по клетке с каждой стороны, то есть у меня вырезанный фрагмент будет 6 на 12. Вот еще здесь одну захватываю, здесь, и с этой стороны то же самое, делаю симметрично. Теперь внимательно, канва имеет 2 стороны, одна гладкая, другая рябая. Я сейчас складываю свою заготовку рябой стороной внутрь, чтобы сумочка имела гладкую фактуру, фактуру самой пряжи. Вставила нить в 2 сложения в иглу и сейчас складываю стык в стык, от низа равняю ячейки. Количество ячеек по канве было нечетное, то есть у меня вот на выходе здесь торчит одна ячейка. Вот я закрепляюсь так, чтобы у меня совпало здесь по верху и сошлось все ровно к низу. Вот вставляю здесь и здесь. Хорошо подтягиваю. Сейчас я создаю узел в этой точке, после чего отсюда начну двигаться. Прям связываю крепко. Подтягиваю угол к углу. 2 сложения нити для того, чтобы было покрепче. Можно, конечно, обойтись и одним. Нить очень нежная, работать с ней достаточно аккуратно нужно. Готово. Теперь мне нужно состыковать ячейку к ячейке по ходу движения. Достаточно крепко, чтобы канва не гуляла. И вот у меня уже нижняя точка. Здесь
последний стежок, хорошенько подтягиваю, и теперь мне нужно соединить вот эти стороны. Здесь полностью соответствует количество ячеек. Двигаюсь сначала в одну сторону, потом вернусь, длина нити мне это позволяет, и соединю противоположную сторону. Здесь отрезаю иглу, остаются два кончика, связываю их между собой. Далее они вплетутся в полотно, чтобы сейчас не прятать, завязываю просто на узел. Из-за хода вязания нить достаточно поистерлась, но она техническая, все это спрячется в дальнейшем под обвязку. Так сейчас выглядит моя заготовка. По сути, это лицевая часть сумки. Этот ряд, который вверху мне оказался лишним, я срезаю тоже под самый корень. Обвязку начинаю с дна. Нить взяла из центра намотки, как советует производитель, для того, чтобы моток не рассыпался на финальных этапах. Итак, мне нужно найти точку, которая выше шва, чтобы перекрыть шов. Сейчас по донышку вязать ряды по канве я буду туда-обратно, туда-обратно. Потом, когда закончится донышко, я выйду на круговое вязание. Здесь мне нужно взять точку выше для того, чтобы перекрыть стежками вот этот шов. Вставляю крючок с лица на изнанку и с той стороны с небольшим запасом края подаю нить. Стежки могут быть любого размера. Я сейчас двигаюсь по длинной стороне по донышку. Вот смотрите, выходит петля у меня в одной точке, отступаю 1, 2 на третью или на четвертую. Вот вынимаю нить и на третью точку подхватываю рабочую нить. Формирую вот такой соединительный стежок. Дальше еще немножко отступаю и снова на третью точку. Стежки будут одинакового размера, так проще. Можно, конечно, хаотично создавать стежки, будет необычная фактура тогда полотна. Но для начала я решила начать вот с длины стежка в 3 ячейки. Подхватываю и соединительный. Так двигаюсь до соответствующей точки по этой стороне. Здесь в этой точке мне нужно повернуть и пройти ряд в обратном направлении. Очень важно для красивого узора, чтобы точка стежка не попадала в ту же точку, в которую я шла в этом направлении. И прохожу я второй ряд в эти же самые отверстия, для того, чтобы полностью перекрыть цвет канвы. Ввожу крючок, вот если у меня здесь выходило, на клетку ниже, корректирую тут, и соединительный стежок. Далее прямым ходом вытягиваю длину петли, чтобы не тянуть ее на излом, чтобы не травмировать пряжу. Отодвигаю петлю и в тот же самый ряд, в отверстие по канве, в то же самое, ввожу крючок и создаю следующую петлю. Так, каждую точку я буду проходить 2 раза. Таким образом рафия полностью перекроет канву. Если бы я пошла по соседнему ряду, у меня по полотну повязанному было бы видно вот этот черный пластик. Это, возможно, приемлемо, если пряжа совпадает цветом с канвой, но это смотрится некрасиво и дешевит изделие. Снова ввожу крючок в то же самое отверстие, соединительное, вытягиваю длину петли, нахожу вот это отверстие, там тоже не травмирую рафию, не протыкаю ее по внутренней части, вывожу петлю соединительная и так двигаюсь в обратном направлении. И здесь в конце ряда я возвращаюсь в ту же самую точку, в которой уже была в начале ряда. Вот так выглядит обвязка одного ряда ячеек.
Далее я перехожу по дну на ячейку ниже. Тут соединительная в соседнюю ячейку. Вывожу петлю, переворачиваю вязание и двигаюсь в обратном направлении. Так вязание идет только по дну, туда-обратно. Дальше я перейду на круговое вязание. И тут я снова подгадываю точку для того, чтобы не было параллельного входа здесь. А вот чуть-чуть дальше захватываю. Внутри у меня есть нить, которую спрятать нужно. Ее тоже подхватываю и как будто бы ввязываю в полотно. Там она закрепится, чтобы ее потом не прятать. Вот снова длина петли немножко в сторону от предыдущего входа. Соединительная. Сейчас я в конце третьего ряда. Вот в этот ряд ячеек у меня провязано 2 ряда, здесь 1. И я вижу, что можно прочередовать. И так закроется канва. То есть я сэкономлю и время, и пряжу. Буду вязать ряды в ту же самую точку по ячейке через ряд, не в каждом ряду. Здесь закрепляюсь в боковую уже задействованную точку, чтобы перейти на следующий ряд. Вот, перехожу на соседний ряд, тоже соединительной петлей. Делаю поворот удобно. И здесь обращаю ваше внимание, вот, возвращаюсь не по задействованному ряду. Здесь у меня тоже съезжает немножко. Вот здесь совпадет точка с соседним рядом, следующая точка не совпадает с соседним рядом. Петли немножко идут внахлёст, гуляют. Здесь снова нахожу соответствующую точку и соединительную. Петли вытягиваю достаточно пышно, чтобы не было натяжения об канву. И так ниточка достаточно травмируется. Делаю все аккуратно. Вот она, соединительная. И в этом ряду, следующий поворотный, я снова буду вставлять крючок в этот ряд ячеек. Если посмотреть на ряды, у меня будет чередование. Вот видите, появляется пластиковый просвет, он перекроется следующим рядом в эти же точки. Вот так отодвигаю, буду проходиться здесь. Ряды будут кучнее, и пластиковую канву будет не видно. Если я буду в каждом ряду вязать 2 ряда, будет слишком много пряжи, и расхода, и работы добавится. Так что советую, как у меня, делать пропуск через один ряд, вязать вот эти двойные ряды для перекрытия канвы. Вот этот поворот снова. Перехожу на ряд ниже, закрепляюсь в уже задействованную точку, спускаюсь в соседнюю точку, соединительная, переворачиваю вязание и снова по этому же ряду канвы. Вот, обращаю ваше внимание, отодвигаю и подхватываю. Вот она, соединительная. Вытягиваю петельку, отодвигаю, чтобы не совпадали точки, и провязываю. Оп, готово. Вот и перекрывается тот просвет. Донышко у меня завершилось. Здесь я сейчас перекрою вот эти отверстия, вернусь этим рядом, перекрою эти отверстия, так как здесь у меня уже по боку провязан двойной ряд. Я не пойду в круг, а вернусь по букве П обратно. Здесь тоже одинарный станет двойным. Что я делаю? Вот закрепляюсь в угловую точку.
Еще раз повторюсь, петли вяжу очень пышно, вот здесь в задействованные точки, потому что пышные петли после отпаривания еще раскроются. Если я буду тянуть слишком туго, то у меня моя рафия будет перетираться об канву, то есть нить будет травмироваться и на выходе уже не будет красивой и новой. И плюс после отпаривания там мало надежды, что что-то раскроется. Вот она, угловая точка. Я провязываю соединительную, не выхожу на этот ряд, он у меня первый двойной, а сразу сейчас здесь закрепляюсь на один шаг вот с этой стороны и возвращаюсь этим же рядом, вот тут провязываю в сторону, отодвигаю петлю, еще один обратный ряд. Это чтобы вот этот бортик, это угловая часть изделия у меня была хорошо перекрыта. Вот, возвращаюсь на этот одинарный ряд, вот здесь вторым провязываю рядом еще один, вот отодвигаю рафию крючком, чтобы не задеть ее повторно, крючок отворачиваю от уже провязанного полотна и прохожусь обратным рядом. Мне нужно оказаться вот в этой точке, чтобы здесь эти отверстия тоже обработать. Я по второй боковой части обрабатываю уже задействованные точки соединительными. И здесь у меня круг замыкается. Все. Следующий ряд новый, не затронутый. Следующие ряды я буду вязать уже по кругу, без перехода в рядах, просто скользящими стежками буду переходить по спирали. То есть вот с этой точки начиная, здесь она у меня угловая, я буду переходить вот на этот ряд и по кругу. Здесь у меня следующий ряд идет вот так вот, то есть этот ряд закончился, вот я прям скользящим движением перехожу, но перехожу так, чтобы не попасть над задействованным отверстием прошлого ряда, то есть вот тут немножко пышнее и на шаг вперед. Внутри у меня есть какие-то нити, их тоже подхватываю и ввязываю, чтобы в последующем лишней работы по их спрятыванию у меня не было. Вот так. Следующий ряд у меня одинарный, так как переходной был провязан двойным, там у меня хорошо все перекрыто. Делаю пышные столбики в круговую уже. Вот сейчас вяжу по кругу до этой точки, до точки начала. И вот я снова в точке перехода, где с одного ряда плавно соединительные перейдут на следующий. И следующий ряд у меня двойной, то есть в этот ряд ячеек я провяжу 2 ряда соединительных. Аккуратно перехожу также внахлёст, чтобы стежок, вход стежка не был над другим стежком. Вот прям смело перехожу на следующий ряд в этой точке. Продолжаю ряд за рядом, навязываю глубину изделия. Размер может быть у всех разный, глубина соответственно. В зависимости от того, как ваши ручки будут к вашему изделию крепиться, вяжу до этой точки. Так как ряды чередуются, более плотный вариант и более облегченный, я вставлю маркер, чтобы не запутаться вот в точку, где начало, окончание ряда. Этот переход может просто спрятаться. И вот следующий ряд у меня двойной, поэтому я не перескакиваю на следующую, а буду провязывать столбики, отодвигая провязанную петлю в ту же точку, в которую уже провязывался ряд, чтобы плотность вязания у меня была везде одинаковая. Вытягиваю петлю и снова отодвигаю, провязываю. Не теряю пышность у столбиков и слежу за точкой входа крючка. Здесь еще раз отодвигаю и подхватываю.
Я уже подготовила отверстия для крепления ручек. Дошла до самого верха. Они на одинаковом расстоянии по этой и по противоположной стороне. От края сумки 12 сантиметров. Получается окошко высотой 2 клетки и шириной 3 клетки. Вот так видно лучше. Здесь, соответственно, между отверстиями расстояние 14 сантиметров, и здесь снова 12. По противоположной стороне то же самое, все симметрично. Сразу скажу, что накрепить ручки на полотно сумки будет крепче, то есть сумка будет более грузоподъемна. Здесь отверстия позволяют наклепать или нашить прям в ячейке. На 2 точки крепится здесь и на 2 точки здесь. Смотрится очень стильно, но мне хочется сделать вот так. В комплекте с ручками идут клепки, которые можно сюда наклепать или использовать ту же самую пряжу, какую при вязании. Сейчас вязанием я эти отверстия тоже обвяжу. Итак, переходим обратно к работе. Это было небольшое отступление. Продолжаю вязать, пока не дойду до первого сделанного мной отверстия. Я подошла к нужной точке. Здесь вставляю крючок последний раз перед самим отверстием. Далее в отверстие, чтобы обвязать пластик черный и чтобы он не натирал по самой ручке. Теперь вытягиваю петлю и вставляю вот здесь по длине, как будто бы воздух. То же самое, чтобы вот эту мягкость создать вокруг этой стороны пластика. И снова в первое отверстие. Далее выхожу на ширину стежка, которая у меня была. Это у меня вяжется сейчас одинарный ряд, так как предыдущий был двойной. Вот так вот достаточно мягко. Здесь и с обоих сторон обработана. Вот эта щель останется для ручки. Тут рафия немножко примнется, когда я буду вставлять непосредственно фурнитуру. Продолжаю по всем точкам точно так же. И по следующему, по верхнему ряду тоже просто провязываю мимо. Потом раздвину эти петли, и сюда войдет ручка моя. У меня провязан последний ряд, и в этот последний ряд по канве должно быть 2 ряда вязаных. Но я не вяжу второй ряд, а сразу перехожу на обвязку. Делаю петельку маленькой, воздушной закрепляюсь и в каждое отверстие провязываю столбик без накида. Для того, чтобы обработать этот пластиковый край по верху сумки. В каждое отверстие столбик. Вот так аккуратно получается, провязываю по кругу. У меня остается последний столбик. И я уже укоротила нить, соединяю ряды, вытягиваю нить полностью. В первую кромочную косу увожу эту нить здесь за обе дужки. И возвращаю в исходную точку, в эту кромочную косу. Увожу по изнанке и закрепляю. Сейчас хорошенько отпариваю изделие, не прижимая. Где у меня есть больше просветов, да, и не проглядываются, прохожу наиболее тщательно, помогаю руками. И перехожу к самому интересному креплению ручек. После отпаривания сумка приобрела более аккуратный вид, петли легли на свое место. Обращаюсь к ручке. Ручка состоит из 3 запчастей из кожзама. Выбираю один, более длинный. Это плечевой ремень. Здесь отверстия предусмотрены под клепки. Вот такого вида, на винтах. 4 клепки. Здесь можно отрегулировать. Если представить, что они одеваются вот так, будет подлиннее, в 2 верхние будет покороче. Вот я буду накреплять в 2 нижние. Беру клепку с резьбой, 1, 2. И сюда накрепляю вот такую
шляпку. Это застежка. Фиксирую, помогаю себе с помощью отвертки по размеру. Результат обалденный. Напоминаю, это мой первый опыт вязания в этой технике. Пробуйте, ничего сложного. Я прицепила лошадку-брелок. Подробное видео есть на моем канале, оставляю вам рекомендацию. Изделие стильно смотрится за счет необычных ручек. Нижние для руки, накреплены на противоположные стороны изделия, можно накрепить по классике. С одной стороны есть верхняя плечевая ручка, тоже она съемная, очень стильно и здорово смотрится, делает сумку многофункциональной. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!